Всем привет! Недавно в лаунчере в Battle.net появился доступ на тестовый сервер классики. Казалось бы, что там можно тестировать, если уже ванила в завершенном состоянии и активная фаза плавно перешла в дополнение Burning Crusade. И хотя разработчики ничего официально не комментировали и анонсов по новым ванильным серверам пока не давали, игровое сообщество пришло к выводу, что открытие нового ПТР – это не что иное, как подготовка к фреш-серверам WoW Classic. Почему им в голову пришла такая мысль? Ведь сервер могли открыть по любым другим причинам. Например, для исправления вновь обнаруженных ошибок. Или, возможно, для тестирования нового режима видеокарт. Кстати, это самая вероятная причина, так как в настройках ПТР обнаружилась дирекция поддержки трассировки лучей. Кто-то скажет, нафига, зачем ванили трассировку лучей? Ну, почему бы и нет, пусть будет. Но это не суть. А на что стоит обратить внимание? Так это на версию ПТР сервера и на доступность контента. А контент ограничен примерно на период второй фазы, что наводит на определенные мысли. Что, возможно, текущий тестовый сервер – это платформа для тестирования запуска сервера с нуля, но уже с введенными изменениями. Какими? Игроки исследовали сервер вдоль и поперек и не нашли каких-то существенных изменений. И все бы ничего, но к теме уже приковано большое внимание, которое Blizzard навряд ли не заметит. Тем более, что такой крупный стример, как Asmongold, тоже эту идею открытия фреш-серверов поддержал. Да, он раскритиковал Близов пух и прах. Да, он призывал бойкотировать продукты Blizzard и оттягивал игроков к себе в Final Fantasy. Но что у него не отнять, так это нюх на хайповые темы. Он допустил, что старт фреш-серверов неплохая идея, но с некоторыми условиями. Blizzard должны внимательно посмотреть на свои прошлые фейлы, поработать над ошибками и выпустить новый WoW Classic с исправлениями и доработками, которые должны привлечь и фанатов игры, и разочарованных игроков, которые в то или иное время бросили играть из-за тех недочетов, что не исправили сразу, по ходу игры. Так какие же это изменения? С одними изменениями я согласен, с другими не очень. И в конце концов есть такие, которые могут сделать еще хуже. Мы сегодня рассмотрим их все и попробуем выяснить, что из предложенного реально, ну а что полный бред. Но кроме всего прочего, я хотел обратить внимание еще на один недочет, что ты, уважаемый зритель, смотришь это видео и еще не подписался на канал. С колокольчиком на все оповещения. Подпишись прямо сейчас. Твоя поддержка и активность очень помогают продвигать канал в алгоритмах YouTube, который в последнее время не очень радует. А я, в свою очередь, постараюсь радовать тебя регулярными и интересными актуальными видео. Спасибо большое. Так вот. Асмон предлагает перелопатить WoW Classic чуть ли не заново, добавить кучу нового контента и перевернуть дословно игру с ног на голову. И тогда он 100% будет в это играть. Но если Близы скажут: окей, мы выпускаем ванилу заново, с первой фазы, в которой вы будете заново фармить стартовые инсты, чтобы прийти на рейдового босса, который имеет всего 2 механики, я не собираюсь туда идти, это скучно. Поэтому он создал лист пожеланий, которые разработчики должны воплотить в реальность, чтобы привлечь внимание игроков. Листы ему помогали создавать зрители, и на основании их пожеланий родился этот список, который адресовался Blizzard. Я думаю, геймдизайнеры охренели от того, что у них потребовали сделать на новой классике. Давайте посмотрим. Номер 1. Никаких бустов от магов. Имеется в виду АФК прокачка. Как альтернатива этому сделать прокачку быстрее раз эдак в 5. Я поддерживаю идею нерфа АФК прокачки и создания условий, при которых игрок качается сам, но против увеличения рейтов. Потому что это по сути тоже ничего не изменит. Отсутствие бустов от магов выгонит игроков из подземелья в открытый мир, но по сути они там не задержатся и улетят на 60-й в мгновение ока, оставив стартовые локации также пустовать. И к чему это все? WoW Classic — это уникальный экспириенс прокачки, когда ты уже с первого уровня получаешь полноценную игру и начинаешь активно участвовать в экономике сервера. Получив же быстрый уровень, ты окажешься на 60-м уровне таким болванчиком, с непрокачанной профой, одетый в зелень 20-30 уровня, с невыученными скиллами, потому что ты тупо не успеешь голды на них накопить. И как следствие новичок без опыта владением своим классом. Что ни говори, но прокачка — это важный элемент в освоении своего класса и внедрения в социальную жизнь сервера. Прокачиваясь, ты знакомишься с людьми, ты встречаешь уже старых знакомых в инстах в открытом мире, потому что вы, как правило, прокачиваете персов примерно с одинаковой скоростью и часто встречаетесь снова и снова. Но это прикольно, это как раз и выделяет ММО на фоне других мультиплеерных игр. Единственное, что я могу допустить, это какие-то временные ивенты. X2 опыт на выходных или бонусы за приглашение друзей, которые после вашего приглашения получают буст прокачки. Это допустимо, но в разумных пределах. Далее. Более прогрессивная кастомизация персонажа. Асмон, наверное, забыл, что речь идет о ваниле, и какую он там хотел кастомизацию, непонятно. Новые прически, пирсинг в ушах или, может, в носу татуировки. Я видел его вара на ваниле, он там бегал постоянно в шлеме.
Зачем ему эта кастомизация, если ее никто не видит? Ну, идея так или иначе хорошая, на игровой процесс не влияет, а следовательно не может ему навредить. Новые рейды. Под новыми рейдами он имел в виду замороженные проекты, которые перекочевали потом в БК. Ну, такие как, например, Горожан, Старый Outland и какие-то там драконьи острова. Хрен его знает, что это за острова, наверное, эти места какое-то отношение имеют к изумрудному сну. Более сложные механики боссов. Довольно спорное введение, потому что WoW Classic, по моему мнению, это прежде всего игра, делающая акцент на социализацию. Сюда игроки приходят не пальцы ломать, ну а просто почилить, потрындеть в Дискорде, а не пытаться копировать какие-то киберспортивные аналоги. Хотя часть игроков и в классике умудряются найти соревновательный элемент, проходя рейды на скорость. А игроков, которые так не играют, презрительно называют васянами, подпивасами, казуалами. Но как бы там ни было, все же не они составляют львиную долю аудитории WoW. И усложнение WoW отпугнет значительную часть игроков. А я прошу заметить, что и хардкор игрок, и казуал платят за подписку одинаково. Текущая легкость боссов обусловлена прежде всего тем, что когда они создавались, механика классов была значительно проще, чем в современной ваниле. С примитивной веткой талантов и делалась прогрессивнее от патча к патчу. По факту мы имеем Рагнароса версии 1.1, а убиваем его составом игроков версии 1.12, с новыми механиками и частично новым шмотом. Это непросто, но если бы Близы хотели повторить экспириенс 15-летней давности, они бы вернули и старые таланты, и старую лут-таблицу. И не с каждого босса падали синие вещи. Дроп зелени с боссов считался обычным делом, и одеваться было значительно сложнее. Дуалап и нет с пингом 2000, конечно, не вернешь, но нужно не забывать, что речь идет про классику. И сложность ванилы в свое время заключалась не в механиках боссов, а в гораздо более широком аспекте. Кстати, мой первый рейд в ваниле был Шаламанс, который был рассчитан на 10 игроков и был нереально сложным для нерфа. Хотелось бы вот таких вот изменений, а не внедрения чего-то неестественного для классики. Отсутствие world баффов в рейдах. Мне в прошлом видео уже пытались доказать, что world баффы это неотъемлемая часть геймплея и удаление их желания лишь вот таких вот криворуких игроков, как я. Какой-то там дядя, называвший себя топ-варом рус-серверов из лучшей гильдии. Кстати, пожелавший остаться неизвестным, не знаю, что он там испугался. Так вот, для тех, кто называет world баффы неотъемлемой частью механики классов, у меня для вас потрясающая новость. Рейды проходятся без них тоже. А баффы вам помогают лишь игнорировать большинство механик босса. Сложив босса за 30 секунд, не дав ему перейти даже во вторую фазу, ну, это не скилл. Это просто абуз механики, который Blizzard в свое время ввели, не подумав хорошенько. Основной аргумент спидран игроков это «я не хочу торчать в рейде 2 часа». Довольно странное видение картины, учитывая, что игрок потратил до этого тонну времени на сбор этих бафов, зачистку ДМ, полет по миру из одной точки в другую ради того, чтобы пройти рейд за более короткое время. А я часто наблюдал такую картину, когда вот такие условно топовые гильдии просто терялись после вайпа и потери бафов, потому что кроме тактики зерга больше ничего не умели, ну и летели перебафоваться заново. А то, что собрав бафы под рейд-тайм, игроки просто переставали играть на своих мейнах, мотивировало Близов вводить костыли в виде вот этих темпоральных модуляторов. Ну, потому что видели, как игроки трясутся за них, не говоря уже про гриферов, которые нашли развлечение эти бафы диспелить. Отсутствие рейд-бафов дает свободу. Кроме того, что это избавляет от рутины их сбора, поскольку одно из условий игры в сильных гильдиях это обязательно подготовка к рейду. Без бафов ты не дашь логи, а без логов твои товарищи будут считать тебя чмошниками, станет вопрос о дальнейшем твоего пребывания в гильдии. Кроме этого, еще и более честный соревновательный элемент, дающий гильдиям возможность потягаться друг с другом уже на других условиях, без допинга и нервотрепки. Далее. Отсутствие дебаф-слотов на цели. Это спорное решение и сложное, поскольку требует грамотной балансировки классов и может какие-то классы просто вытеснить и заменить на других более полезных. Сейчас классик мета это набрать полрейда варов, а с отсутствием лимита дебафов это скорее всего будет полрейда локов или ШП. Да, в свое время ограничение дебаф-слотов было связано с более слабыми техническими возможностями, но в то же время и баланс строился от этого. А если это убрать? Придется увеличивать боссам ХП, чтобы они не складывались за секунды, нерфить доты или увеличивать резисты боссов. Короче, такое изменение может больше навредить, чем сделать его в классик лучше. Ребалансировка классов, такие как ретрики, совы, протпалы. Ничего не имею против этого, но опять же, старые олдовые Близы знали, что делали, когда нерфили тот или иной класс. Ну ведь был уже упало Crusader Strike, Хилища Аура, которые убрали перед релизом. Возвращение всего этого может создать новый ОП-класс, который другие игроки тут же потребуют занерфить в хлам. И по сути мы вернемся к тому, с чего начинали. Ну, хотя против таунта паладина ничего не имею. Арена. Вот что действительно плохая идея, это введение арены.
поскольку после ее введения Blizzard как раз и занялась серьезно над PvP балансировкой классов, превратив их по сути в клонов друг друга. Вот рейтинг КВБГ — это хорошая идея. Вот пускай премейды ломают лица друг другу и не кошмарят рандомов, мешая им фаниться. Бесплатный респект. Неплохая тема, но в таком случае нужно вводить дополнительный способ вывода голды из игры, поскольку инфляция будет расти больше и больше, и на более старых серверах будет скапливаться огромное количество голды. Двойная специализация — неплохое решение, но может повлечь за собой разные проблемы. Вам могут потребоваться обязательные двойные спеки. Поскольку какие-то гильдии захотят, чтобы вы на каком-то боссе дамажили, на каком-то танчили или хилили. Как это присутствует в большинстве гильдиях на пиратках Лича. Если вам охота таскать с собой полные сумки различной экипировки и химии, то вполне есть смысл попросить данные изменения. Отсутствие текущей PvP системы и фарма 14 ранков. Догадываюсь, кто попросил данные изменения. Скорее всего, это те игроки, которые не имеют достаточного количества времени, чтобы фармить PvP ранки. С этим я частично не согласен. PvP-система в ваниле уникальна. Она присутствует только в классике, нигде больше. Убирать ее, ну это просто отрезать для кого-то часть контента. Как вариант, я бы предложил более медленный откат в ранках, чтобы у игроков было время и на личную жизнь, и на все остальное, вместо тотального дроча на БГ. Прогрессию оставить такую же, но снизить или вовсе убрать штраф за отсутствие PvP активности. Гильдбанки. Хорошее решение, учитывая, как от гильдбанков зависит жизнь гильдии. По сути, они и так присутствуют в игре на персонажах ГМ или офицеров, но этот функционал очень неудобен и присутствует риск потери гильдбанка. Ну, если там персонаж внезапно потеряется где-то, его забанят или он просто перестал заходить по неизвестным причинам. К тому же, сколько мы знаем истории бегства персонажей из гильдии на другие сервера вместе с гильдбанком. Маунты и петы в отдельной вкладке. Я тут смотрю, дети актуала подтянулись. Вот честно, маунты и петы в сумке — это не то, что меня больше беспокоит в игре. Выносить мозг близам ради этого точно не стоит. Работающие камни суммона. Не вижу особых причин противиться этому. Возможно, это сделало бы удобным прохождение инстов и позволяло бы оперативно заменять игроков, если они по каким-то причинам покидали группу. Новые классы. По типу ДК или ДХ. Не знаю, как бы это вообще вписывалось в лор, при наличии обширного лора ванила, ориентировано на борьбу с плетью, там Алый Орден, Серебряный Рассвет. Я вот тут боюсь комментировать, предлагаю вам, ребята, в комментариях ответить, хотели бы вы видеть в ваниле Рыцарей Смерти? Ну или там Демон Хантеров. Причем, как сказал Асман, было бы круто, чтобы Демон Хантеры были у Альянса, а ДК у Орды. АОЕ лут. Я так понял, это сбор всех предметов сразу, вместо методичного обирания трупов. Удобно, но вот пока я об этом не услышал, даже об этом и не думал. Ванила, она хоть и гриндовая, но не настолько, как актуал, где фармится просто тонна мобов. И проблема АОЕ лута там как раз присутствует. В классике со сбором лута все гораздо скромнее и не вызывает неудобств. Про профессию Асмангол сказал, что они в порядке. Вот не знаю, что он так решил, но я вот считаю по-другому. Пока ты качаешь профу, ты производишь кучу мусорного ненужного шмота, пока не научишься делать полезный. Поэтому тут бы я обратил внимание геймдизайнеров на это. А вот что ему понравилось, так это мини-игры. Такие вот, как на ярмарке новолуния. Ну, не знаю, можно ли такой контент реализовать в классике, действительно ли это то, что нужно игрокам. Ачивки. Об этом часто говорилось. Близы, об этом уже говорили, вполне возможно ведут. Вообще, никак ачивки не мешают геймплею. Вот, кроме этого, ачивки бы добавили даже контента в игре. Игроки, коллекционирующие ачивки, вот тут же бы побежали учить все кулинарные блюда, ловить белочек, качать бесполезные репутации. Ну, такие как, например, громовой молот во внутренних землях. Больше контента, есть чем заняться в игре. Это хорошо. Система поиска премейдов. Вот вообще не знаю, зачем это. Сейчас все это происходит в дискордах, и поиск премейдов не является проблемой. Если ты хороший игрок, премейд сам тебя найдет. Различные события ивента. В классике они есть, но реализованы как-то скромненько. Мы все видели ивент вторжения элементалей, но по большему счету всем на них было пох, кроме тех, кто этих элементалей фармил. Увеличение наград добавило бы интереса к этим событиям. Респ перед инстом после вайпа. Ну, тут понятно, откуда ноги растут. Опять актуальщики тянут свои казуальные ручонки в классику. Я вам объясню, что такое вайп и почему вы бежите хер знает откуда к своему телу с другого конца карты. Игра, по сути, так вас наказывает. Дядя, ты не умер, но пока таки пострадай немного. Побудь на скамейке запасных там минут 5. Пока бежишь, еще послушай маты Реллы, который тебе подробно объяснит всю твою генеалогию и со сколькими твоими родственниками он бы хотел вступить в романтические отношения.
Рез возле инста не вызывает никакого дискомфорта от вайпа и по сути делает его незначительным, пустяковой неприятностью, а при отсутствии бафов так вообще похер. Вайп, рез, редичек на пул, на все про все 5 минут. Удобно, конечно, но теряется какой-то элемент игры. Снижение цены починки. Вообще бред какой-то, кто страдает от починки? Ну, воины, танки разве что, да и то на фоне затрат на химию и расходники починка выглядит вообще незначительной. Увеличение угрозы у танков. Ну, интересно на самом деле, повышенный трит позволил бы лучше раскрыться воинам и почувствовать себя, ну, уже настоящими танками. Когда гиришься в основном на выживание, а не на урон. Ну, хотя по мне проблема с агро начинает возникать только в самых последних рейдах, когда игроки уже одевались хорошо, а Протвару с его ограниченным потенциалом в танковской ветке, ну, приходилось пекться Фури Прота. Ну, в целом мне показалось, что сделано все как надо, вот не отнять и не прибавить. Система агро на ваниле делает игру танка интереснее. Вот если бы было все так просто, то чем бы классика отличалась от следующих дополнений? Вы же наоборот хотите сложнее, вот пожалуйста. Новые подземелья. Ну, на самом деле в классике могло бы быть больше данжей, если бы их не сделали открытыми зонами. Вернее, по-другому. Изначально не планировались никакие данжи, и игроки должны были проходить эти зоны как просто часть локации. Вот так был выполнен БРД, Стратхольм и даже Анкераж. Игроки шли в составе группы и могли встречаться там с другими игроками. Но большие онлайны на серверах не позволили комфортно реализовать подобный подход. И если добавить новые данжи, это получается закрыть какие-то части локации, превратить их в подземелья. Ну или придумать абсолютно новые подземелья. Так, блин, проще уже тогда реально сделать новый WoW Classic. С той же концепцией, но с другими квестами и лором, чем пытаться внедрить и адаптировать новый контент. Я хочу напомнить, что в классику приходят люди, до этого с ней незнакомые. И текущие данжи, как ни странно, видят впервые. Которых, кстати, немало. Нужно смотреть на ситуацию их глазами, а не глазами задрота, прокачавшего уже себя миллион твинков и зафармившего все данжи до тошноты. Отключение боевых аддонов. Решение глупое и бесполезное. Поскольку игроки все равно найдут выход. Если не будет аддонов, ну, значит будут какие-то внешние программы, таймеры, будильники, сообщающие игрокам о переходах фаз и используемых обилках босса. Большинство боссов можно убить без аддонов, ну так чисто на интуиции, но есть более сложные. Вы, кстати, можете в комментариях написать, какого босса ванили, ну просто нельзя убить без оповещающих аддонов. Будет, кстати, интересно. Ускорение реса у хилов. 10 секунд многовато, конечно, для воскрешения одного игрока, и в масштабах рейда из 40 тел процесс реса затягивается надолго, даже когда хилов много. Но опять же, процесс наказания за неудачи, ну, должен ощущаться, и элемент воскрешения это тоже своего рода ролеплей. Я с трудом себе представляю ритуал воскрешения за пару секунд. А представьте себе поле боя, где сзади стоит прист и просто херачит как флешки, поднимая только что убитых игроков. Мне кажется, это лишнее. Ванила это ванила. Потом добавят и Mass Dispel, и Battle Res раздадут всем, кому не попадет. Ну, лучше потом. Это не самое важное, что стоит менять. Ханты с фокусом вместо маны. Без комментариев. Не знаю, кто это предложил Асмонголду, но явно не фанат классики. Мгновенная почта. Ну, то есть не ждать паузу в час. Я думаю, тоже это был элемент ролеплея. Ну, не бывает мгновенных писем даже в фэнтезийном мире. Его должна привести какая-нибудь сова, там, голубь. Ну, по крайней мере, почтальон должен дойти до ящика и положить его в него. WhatsApp и Telegram Warcraft пока не завезли. Хотя на пиратках классики это уже сделали. Ничего кроме удобства мгновенная почта не приносит, так почему нет? Хотя бы между своими персонажами. Удаление спелбатчинга. Запоздало желание, Близы уже частично этот вопрос решили. Они его пока не удалили, но сократили значительно. Ну, если удалять совсем, вот вообще не вижу проблем. Недовольны будут разве что там пару классов активно этот спелбатчинг обузящих. Расширение цепочки на скипетр открытия врат Анкеража. Ничего не могу сказать. Если это важно, то почему нет? Хотя мне кажется, эта цепочка без того длинная и сложная. Чё, какие-то прыжки, головоломки, боже мой. Кто подкидывает все эти идеи? Так, дальше. Армори. Хорошая идея. Если не ошибаюсь, есть сторонний ресурс, позволяющий чекать персонажа на классике. Да даже в том же самом Warcraft Logs можно глянуть, в чем тот был одет на каждом из боссов. Но было бы неплохо, если эта система была бы прикручена к стандартному аккаунту Battle.net. Новые зоны. Да, это было бы круто. Вот тот же самый Хиджал — огромная нереализованная территория, которую можно было бы наполнить и впустить туда игроков. Побольше голосовой озвучки квестов. Я так понял, что Асмон хочет, чтобы мы не читали квесты, а NPC нам сами рассказывали, что делать голосом. Идея хорошая, но очень трудно выполнимая. Это сколько же текста надо озвучить, и причем хорошо озвучить, грамотными актерами.
Похоже, пора поднимать Криса Метсона, просить его дополнительно озвучить Рал и других его персонажей. Сделать расы зеркальными. Такое своеобразное решение PvP-баланса, чтобы у каждой фракции были расы идентичные противоположной фракции. Что думаете по этому поводу? Сразу вопрос, какой смысл тогда выбирать фракцию? Только из-за внешки и местоположения городов? Напишите в комментариях, интересны ли вам одинаковые расы в разных фракциях, и насколько такое изменение повлияло бы на PvP. Предложение добавить вульперов не прошло, слава богу. Более яркие эффекты при смене времени суток. Супер. Я бы еще добавил изменение погоды от времени года. Представьте, зимой лежит снег, летом деревья зеленые, осенью желтые, вообще было бы прикольно. И не думаю, что это сложно выполнимая задача. Не первостепенное, но приятное дополнение. А вот что меня действительно раздражает, это продолжительный дождь в локациях. Продолжительный, это значит часов на 5-6 или даже больше. К чему это было сделано, непонятно. 15-20 минут для дождя норм, потом он уже начинает раздражать, и что самое неприятное, его никак не выключить. Только если в настройках отображения осадков выкрутить на минимум. В общем, этот список был в прямом эфире адресован в Twitter разработчикам World of Warcraft. И я думаю, с этого должен быть какой-то фидбэк. Понятное дело, Близы после последнего поведения Асмонголда его не очень долюбливают. Но игнорировать такие послания они не могут. И выводы какие-то должны сделать. А вы, ребят, пишите, что вы про все это думаете. И подписка на канал, новости, интересные события. Да-да, именно поэтому. Всего хорошего.